Привет, меня зовут Лена, я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный чизкейк без лактозы. Тонкая шоколадная основа с кусочками хрустящих орехов, нежный и очень вкусный сырный слой, а сверху несравненное сочетание манго и маракуйи. Топпинг можно сделать из любых фруктов и ягод, в каждом случае вы получите свой уникальный вкус. Для основы нам понадобится 100 грамм фиников. Выбирайте мягкие матовые плоды. Такие финики не покрыты слоем масла и не пропитаны сахарным сиропом. Заливаем финики кипятком и оставляем замачиваться примерно на 10 минут. А пока можно измельчить орехи. У меня это 120 грамм обжаренного кешью, но можно взять любые орехи или даже семечки на ваш вкус. Важно, что орехи должны быть не замоченные, а сухие и хрустящие. Измельчаем блендером до состояния мелкой крошки. Я оставляю немного орехов кусочками, чтобы они попадались в десерте. Сливаем с фиников воду, вынимаем косточки. Финики разбухают от воды, за счет чего их вес после замачивания и без косточек также будет 100 грамм. Добавляем к финикам 10 грамм какао-порошка и тщательно измельчаем блендером до состояния кашицы. Соединяем орехи и финики. Перемешиваем до получения однородной нелипкой массы. Собирать торт я буду в кондитерском кольце диаметром 16 см. Кольцо стоит на подложке, на которой будет подаваться торт. Выкладываю основу на дно и распределяю с помощью лопатки ровным слоем. Эта масса достаточно мягкая и податливая, выравнивается очень легко. Отставляем заготовку пока в сторону. Для сырного слоя нам понадобится 360 грамм соевого сыра тофу комнатной температуры. Это должен быть вот такой достаточно твердый сыр, не шелковый мягкий тофу. Такой вариант проще всего найти в магазинах. Добавляем 70 грамм кокосового молока и тщательно измельчаем с помощью блендера до гладкости. Можно использовать и другую жидкость, или, например, сироп, если вы не будете использовать сухой подсластитель. Но именно кокосовое молоко отлично дополняет вкус сыра тофу, смягчает его и делает более сливочным. Получается вот такая гладкая, мягкая масса. Если вам не важно отсутствие лактозы в чизкейке, то вместо нее можно использовать рикотту или творожный сыр. Добавляем сюда подсластитель и 1/3 чайной ложки соли. Перемешиваем. К следующему этапу эта масса должна быть комнатной температуры. Дальше нам понадобится 100 грамм кокосового молока. Бывает кокосовое молоко, которое сворачивается при кипячении. Так вот, нужно выбрать такое, которое не сворачивается. Предлагаю в комментариях делиться марками, производителями, которые подходят для этих целей. Добавляем к кокосовому молоку пол чайной ложки агар-агара. Перемешиваем. Отправляем на плиту и кипятим 1-2 минуты. В процессе кипячения агар-агар активировался. Выливаем горячее молоко к соевому сыру и быстро перемешиваем с помощью блендера. Быстро, потому что агар-агар застынет уже при остывании до 40 градусов Цельсия. Пока масса не застыла, перекладываем ее в подготовленную форму и выравниваем. Теперь можно приготовить топпинг. Я выбрала сочетание манго-маракуйя, но можно взять и другие фрукты или ягоды. Нам понадобится 130 грамм мякоти манго. Измельчаем ее с помощью блендера до состояния пюре. Если вы используете ягоды, то красиво будет часть ягод оставить в целом виде. Переливаем в сотейник и добавляем 50 грамм мякоти маракуйи. Сюда же добавляем подсластитель и пол чайной ложки агар-агара. Перемешиваем. Отправляем на плиту и доводим до уверенного кипения. Лучше прокипятить 1-2 минуты. Топпинг готов. Выливаем его горячим на чизкейк. Можно немного потрясти, чтобы выровнять слой. Чизкейк застынет уже через несколько минут при комнатной температуре, но все же лучше всего оставить его в холодильнике на несколько часов.
Достаем тортик из холодильника, снимаем кольцо, ацетатную ленту, и чизкейк полностью готов. Фруктово-ягодный топпинг прекрасен тем, что дополнительный декор здесь уже не обязателен. Особенно если в нем есть какая-то неоднородность, например, кусочки ягод, фруктов или, как здесь, косточки маракуйи. Давайте его разрежем. На тонкой шоколадной основе с кусочками хрустящих орехов расположился нежный и очень вкусный сырный слой. За счет небольшого содержания агар-агара он получился не плотным и ломким, а мягким и даже немного кремовым. А сверху несравненное сочетание манго и маракуйи с насыщенным сладким вкусом манго и яркой кислинкой маракуйи. В этом чизкейке баланс сладкого, шоколадного, кислого и соленого на мой вкус просто идеален. Поэтому он не оставляет равнодушным никого. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!